У этого пиджака есть секрет. Если присмотреться, можно заметить, что строчка на плече чуть толще, чем везде, а подкладка пахнет совсем другой эпохой. Когда-то он висел в шкафу у советского инженера. Был серым, скучным и не женским. Но однажды вечером он перестал быть просто одеждой. Он стал вызовом дефициту и началом большого стиля. Сегодня мы разберем этот пиджак по ниточкам. В начале 80-х выбор женской одежды был ограниченным. Либо бесформенные кофты, либо строгие костюмы. А ведь хотелось стиля. Мужские пиджаки были из добротной шерсти. Такие вещи берегли, они служили годами. Но носить пиджак, как есть, женщина не могла, он был мешковатым. Так родилась идея авторской переделки. Это был не просто ремонт, а способ получить модную вещь своими руками. Но просто ушить было мало. Нужно было изменить саму архитектуру вещи. Первое – талия. Мужской крой прямой. Портнихи распарывали бока и убирали лишнее, сильно приталивая изделие. Если ткани не хватало, в ход шли контрастные вставки. Второе – плечи. В 80-е в моде была четкая, геометричная линия. Мастерицы вставляли самодельные подплечники из поролона, создавая тот самый мощный, уверенный силуэт. И третье – детали. Рукава немного укорачивали, а родные крупные пуговицы меняли на мелкие, металлические. Именно замена фурнитуры превращала папину вещь в стильный женский пиджак. Тренд задавали мэтры вроде Вячеслава Зайцева, учившие работать с любой тканью. Но главными героями были безымянные мастерицы. В каждом дворе была своя умелица, которая по перерисованной схеме из журнала могла сотворить чудо. Она знала, как использовать подкладку от старого пальто и сделать пуговицы из подручных средств. Это был народный дизайн, рожденный из вкуса. К концу 80-х смысл изменился. Объемный силуэт стал символом свободы. Вспомните Ассу или маленькую Веру. Герои носят такие вещи, чтобы заявить о себе. Плечи все так же подчеркивались плечиками, но общий крой становился все более свободным. А к началу 90-х мода шагнула еще дальше, появился стиль мешок. И тут папин пиджак снова оказался кстати, он был идеальной базой для этого нового, небрежного шика. Сегодня такие пиджаки ценят на винтажных рынках за уникальность и советскую душу. А ведь начиналось все с простых ножниц и смекалки. Ставьте лайк, если у вас дома тоже есть вещь с историей. Подписывайтесь. Новая история через неделю.